Всем привет, меня зовут Шура и добро пожаловать ко мне на канал. В этом видео я хочу показать вам, как связать вот такую вот шикарную сумку шопер. Вы только посмотрите, какой крутой рисунок у нас с вами получится. Кстати, вяжется он очень-очень просто, и с этим рисунком, в принципе, должен справиться любой новичок, который даже крючок в жизни никогда не держал. Потому что я постаралась максимально подробно показать и рассказать, как вязать этот рисунок. Очень-очень простой узор, очень простая схема. Вязать мы будем его крючком номер 3,5, но здесь есть один нюанс. Я буду вязать из подготовленной рафии. У меня рафия Испи. Кстати, понадобится нам 2 мотка. Вот так вот она у нас выглядит. Цвет я взяла Autumn. И вот в таком вот виде я вязала. То есть я предварительно ее отпарила и выпрямила. И поэтому я использую крючок номер 3,5. Если вы не подготавливаете рафию, то есть она у вас вот так вот, да, в мотке смотана, тогда лучше использовать крючок номер 2,5, чтобы ваше вязание было как можно плотнее и сохранился хоть какой-то объем. Здесь у меня рисунок получается объемным только за счет того, что я подготовила рафию. Подготавливать рафию очень просто. Мы ее отпариваем либо под утюгом, либо любым парогенератором, да, так скажем, выпрямляем все это вручную, сматываем на место. Но не у всех у нас есть столько терпения, поэтому если вы не будете подготавливать рафию, мой совет взять крючок номер 2,5. Мне, например, нравится весь этот процесс, поэтому я заморочилась. Дальше. Узор вяжется очень просто. Я что хотела сказать по поводу этого. Если вам не нравятся размеры, которые получаются, то есть мы смотрим, провязали 2, 3, 4, 5, 6 рядов, смотрим, если у вас нет прям сильного объема и вы стягиваете вязание, да, то есть донышки у всех разные, количество отверстий у всех разное, промежуток между отверстиями разный, а здесь рафия, она достаточно тонкая. И если вам не нравится то, что получается, можно распустить без проблем, снова рафию отпарить под утюгом. Здесь уже даже ее выпрямлять не обязательно, она будет достаточно хорошего состояния, да, так скажем. И можно сделать прибавки в первых рядах стенок. Зависит от того, какого размера вы захотите эти косички. У вас будет 2 ряда, как минимум, для того, чтобы сделать прибавки или, наоборот, убавки. Либо можете полностью распустить и перевязать. То есть здесь, в принципе, решать только вам. Количество елочек, опять же, в рисунке может быть разное. То есть промежуток между елочками может быть любой. У меня идет 9 столбиков, у вас может быть 10, 12, может быть 5 столбиков. То есть здесь все решаете только вы. С этим заморочек нет. Плюс здесь не будет никаких заморочек с закрытием, открытием ряда. Их очень многие не любят, не у всех они получаются. Поэтому здесь вязание будет идти только по спирали. Очень простая схема. И справится, опять же, повторюсь, даже новичок. Для вязания нам понадобится помимо рафии 2 мотка рафии. У меня ушло почти 2 мотка. Дно, ручки. У меня ручки на кнопках. Опять же, дно может быть любое, ручки могут быть любые, на кнопках, на карабинах, пришивные. То есть здесь все зависит только от вашей фантазии и наличия в магазине. Кстати, я эту сумочку вязала к своей шляпке. Сейчас покажу. Вот такая вот у меня получилась шляпка. Вот такая красота, и вот такой вот набор у меня получился. Я надеюсь, в кадре видно, потому что мне ничего не видно. Я бы ее примерила, но у меня там причесочка моя, она будет болтаться и не наденется мне на голову. В общем, вот такая вот крутая шляпа. Мастер-класс у меня тоже по вязанию этой шляпы есть, так что если кому надо, можете написать мне в социальных сетях. Этот мастер-класс, он платный. Что можете связать себе целый пляжный набор к лету. Потому что у нас через неделю уже лето. Давайте торопитесь. Давайте я буду прекращать говорить уже, а то и так слишком много, слишком долго получается. Если у вас останутся какие-либо вопросы после просмотра, во время просмотра мастер-класса, обязательно пишите мне в комментариях. Я всем помогу, всем подскажу. Также в описании под моими видео есть все ссылки на мои социальные сети. Можете написать мне туда, отправить фотографии. Так мне будет легче понять, в чем у вас проблема, в чем ошибка. Ну и поставьте лайк и подпишитесь, если вам интересно. И у меня на канале еще очень много разных видео. Пойдем вязать. Начнем мы с вами с обвязки донышка. Я буду использовать подготовленную рафию. Вот я ее заранее выпрямила, намотала обратно на мотки. Цвет у меня Autumn, осень. И давайте сейчас все подготовлю и начнем. Начать обвязывать можно с любого места, то есть какое отверстие вам ближе, с того и начинайте. Можно с этого края, с этого и так далее. Я начну вот здесь вот с краю.
Способ обвязки может быть любой. Вы можете провязать в каждое отверстие по 2 столбика, можете провязать в каждое отверстие по 3. Я сделаю своим способом, вы выбираете уже удобный для себя. Такой момент, донышки у всех бывают разные, количество отверстий разное, промежуток между этими отверстиями разный. Где-то эти отверстия находятся ближе друг к другу, где-то дальше, поэтому здесь все будет зависеть только от расстояния, да, каждого столбика друг к другу, чтобы у вас не было слишком больших промежутков между столбиками. Вытянули петлю и провязываем первый столбик. В этом отверстии у меня идет прибавка, которая будет состоять из 2 столбиков, поэтому первый столбик я сделаю в самом начале и второй, когда обвяжу полностью дно, то есть я закрою ряд вот в это же отверстие. Дальше следующее отверстие, это угловое отверстие, сюда я провяжу 4 столбика для поворота. Первый столбик, далее второй столбик, сюда же третий столбик и сюда же провяжу 4 столбик. Вот такой вот поворот у меня получился. Дальше у меня идет 3 столбика в одну петлю. Раз, два, три. Дальше у меня идут по прямой 2 отверстия ровно посередине, в них я провяжу по 2 столбика. Первый и сюда же второй. Далее следующее отверстие, первый столбик и второй столбик. Дальше у меня идет в зеркальном порядке, отражаем, то есть у меня здесь 3 столбика, значит сюда провяжу тоже 3 столбика. Первый, второй, третий. Дальше смотрим отражение. Здесь у меня идет угловое отверстие, здесь у меня 4 столбика. Значит, сюда я провязываю тоже 4 столбика. Первый, сюда же вытягиваем. Второй, сюда же. Третий и четвертый. Дальше я буду чередовать по прямой. Смотрите, первые 2 отверстия у меня будут по 2 столбика, следующие 3. Дальше опять 2 отверстия по 2 столбика, следующие 3. 2 отверстия по 2 столбика, следующие 3. И так все отверстия по прямой. Здесь в повороте я повторю то же самое, что провязала с этой стороны. И с этой стороны продолжу точно так же. Раз. Два. Дальше. Раз. Два. Теперь 3 столбика. Раз. Два. И сюда же 3. Вот что у меня получается. Таким образом я провязываю до конца ряда. Довязала я до конца. Вот что у меня получилось. Вот с этой стороны у меня идет 3 столбика и всего одно отверстие осталось с 2 столбиками. Это ничего страшного. С этой стороны у нас должно остаться точно так же. Теперь делаем все в зеркальном порядке. То есть здесь у нас идет 4 столбика в повороте. Мы вставляем крючок и вывязываем 4 столбика для поворота. Первый. Сюда же вставляем крючок, вывязываем второй столбик, сюда же третий и четвертый. Дальше у нас идет 3 столбика в одно отверстие. Провязываем первый, второй, третий. Дальше у нас идет 2 отверстия по 2 столбика. Первые 2 столбика, раз и 2. И вторые 2 столбика, раз и 2. Дальше у нас идет 3 столбика и 4. Итак, первый,
второй, третий, а сюда 4. Первый, второй, третий и четвертый. Дальше мы чередуем 2 отверстия по 2 столбика, в третье 3, 2 отверстия по 2, в третье 3. И у нас получится отражение вот этой части здесь. То есть вот здесь у нас 2 отверстия по 2 столбика, здесь в конце 1. С этой стороны будет то же самое, 2 отверстия по 2 столбика, а с этой стороны у нас останется 1 отверстие с 2 столбиками. Как обвязывать донышко, в принципе, нет особой разницы. Главное, чтобы у нас не было большого промежутка вот здесь вот между столбиками. И чтобы получилось нужное нам количество столбиков. У меня по окончании будет ровно 110 столбиков. Мне нужно, чтобы количество моих столбиков делилось на 10. То есть мой рисунок будет повторяться через каждые 9 петель. Также можно сделать, чтобы ваш рисунок повторялся через каждые, допустим, 8 петель, 7 петель и так далее. Если по окончании у вас останется, допустим, один лишний столбик, который вот ни туда и ни сюда, ничего страшного, вы можете засунуть его в промежуток между нашими косичками, и в одном из промежутков у вас будет на один столбик больше. Либо наоборот, если у вас, допустим, получилось количество столбиков где-то одного не хватает, вы можете либо сделать прибавку, то есть когда будете поднимать первый ряд стенок нашей сумки, либо можете сделать в одном из промежутков на один столбик меньше. Я довязала до конца, у меня здесь получается 3 столбика, и вот сюда, туда, откуда мы с вами вывязали самый первый столбик, я провязываю последний столбик ряда, и получается прибавка. Дальше можно вязать закрытием ряда, то есть хвостиком, без хвостика, как хотите. То есть вы можете закрывать каждый ряд заново и открывать новый. Я буду вязать по спирали. Для этого мне понадобится маркер, чтобы отметить начало. То есть я делаю воздушную петлю сейчас и ввожу крючок вот сюда, самую первую вершину. Вот у меня идет первый столбик, вот эта вершина. И провязываю первый столбик. Вот что у меня получилось. Отмечу его сразу маркером, чтобы не потерять начало. И теперь в каждую из вершин мне нужно провязать по одному столбику без накида. Следующая вершина, следующий столбик, следующая вершина, следующий столбик. Очень важно вытягивать столбики одинаковые. То есть у вас уже есть одна петля на крючке, и новую петлю вы вытягиваете на одном уровне с уже имеющейся петлей. Таким образом, ваши столбики будут более-менее аккуратными и одинаковыми. В этом ряду никаких прибавок мы не делаем, разве что если нам не хватает одного, например, столбика или двух, можно сделать прибавку и добавить. Мне количество прибавок позволяет, поэтому я просто обвязываю в каждую петлю, каждую вершину по одному столбику до конца ряда, то есть по кругу до маркера. Итак, я довязала свой ряд до конца, дошла до маркера. И теперь смотрите, такой момент. Ваши елочки могут быть немного разные. То есть вы можете начать сейчас, можете провязать еще один ряд вверх и сделать ваши елочки немножко длиннее. То есть можно сделать на петлю назад, на петлю вниз. Можно сделать на 2 петли назад и на 2 петли вниз. Я эти елочки хочу пообъемнее, поэтому провяжу еще один ряд. Вот у меня, смотрите, первый столбик, он отмечен маркером. И я без закрытия ряда продолжаю вязать за вершину. Опять же, в каждую петлю, в каждую вершину по одному столбику. Сейчас ваши стенки немного расходятся в разные стороны, где-то подворачиваются. В основном вот так они сейчас подворачиваются, не переживайте. Потом это все выровняется после того, как вы свяжете несколько рядов вверх. Довязала я ряд до конца. Вот у меня идет первый столбик, который отмечен маркером. Я его не убираю, чтобы не запутаться. И теперь начнем вывязывать елочки. У меня 110 столбиков, я поделила на 10. И получается промежуток между елочками у меня 9 столбиков. Опять же повторюсь, промежуток между елочками может быть разный. Все зависит только от вашей фантазии, желания и так сказать, наличие рафии. Чем больше получается елочек, тем больше расход рафии. Итак, у меня 9 столбиков.
я начинаю вязать первый столбик, второй столбик, ну, давайте сделаем, третий столбик, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. 9 столбиков провязано. Теперь елочка. Смотрите, как я сказала ранее, елочка может быть разная. Вы можете отступить на 2 шага назад, на 3. И точно так же вниз. Можете отступить на 1 ряд вниз, на 2 ряда, на 3 ряда. То есть размеры елочки, опять же, зависят только от вашей фантазии. У меня елочка будет в 2 столбика, поэтому я провязала 2 ряда. И смотрите, считаем. Первый столбик, второй. Под второй я вставляю крючок, захватываю нить и вытягиваю петельку. Вот что у меня получилось. Дальше вот идет следующая вершина, в которой я должна была провязать следующий столбик. Я отсчитываю 1, 2 и вниз под второй столбик я вставляю крючок и вытягиваю петельку. Вот что у меня получилось. Теперь все 3 я провязываю вместе. Вот такая елочка получается. Дальше мы продолжаем вязать в следующую вершину. То есть вот она идет вершина, которая пустая, она спряталась у нас под елочкой. Мы провязали елочку. Дальше мы продолжаем вязать в следующую вершину. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, снова смотрим. На 2 назад, то есть первый столбик, второй. Под второй я вставляю крючок, вытягиваю первую петлю. Вот так. Дальше у меня идет вот она вершина, в которую мы провязали. Вот она следующая вершина. Я отсчитываю 1, 2 вниз. И под вот этот столбик, самый нижний, второй, я вставляю крючок и вытягиваю еще одну длинную петельку. Вот так. Провязываю все 3 петли вместе. И в следующую петлю продолжаю вязать. 9. Итак, подошли мы к концу ряда. Вот у нас идет первый столбик ряда, и вот у нас идет наш конец ряда, да, последний столбик. Сюда нам нужно провязать елочку. На 2 шага назад вытянули, и вот идет следующий столбик, на 2 шага вниз вытянули и провязали все 3 петли вместе. Итак, у нас идет первый столбик ряда. Продолжаем вязать без закрытия ряда по спирали. Вот что у вас должно получиться. Дальше у нас идет снова 9 столбиков между елочками, но сейчас уже считать эти столбики не обязательно. У вас, в принципе, должно получиться между каждым столбиком одинаковое количество. Наши елочки будут нашим ориентиром. Итак, смотрите. Первый столбик, второй столбик, третий столбик, четвертый, пятый, шестой, седьмой, 8. И последний 9 у нас выходит на нашу елочку, то есть над вершину, которую мы провязали с вами все 3 петли. 9. Вот что у нас получилось. И теперь снова мы делаем на 2 шага назад. Как бы так взять, чтобы вам было видно, да? На 2 шага назад вытянули петлю. И вот, так как мы провязали с вами столбик над елочкой, вот он идет следующий столбик. Здесь мы делаем на 2 шага вниз. Вот он, 1, 2, вниз. И вытягиваем длинную петлю. Провязали столбик. И продолжаем вязать в следующую петельку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Последний 9 столбик у нас над нашей елочкой. То есть получается автоматически у нас все съезжает на шаг вперед. И теперь смотрите, почему я сказала, что считать не обязательно. Потому что каждый 9 столбик у нас выходит на вершину нашей елочки. То есть смотрите, вот у нас где сходятся наши елочки, вот эта вершина, это и есть 9 столбик. Поэтому я и сказала, что елочки наш ориентир. Итак, довязали мы до вершины нашей елочки. На 2 шага назад вытянули петлю. Дальше елочку пропускаем на 2 шага вниз. 1, 2. И вытягиваем следующую длинную петлю. Теперь все 3 мы провязываем вместе. И вот смотрите, вот она, та самая вершина у нас появилась, в которую мы провяжем последний столбик в следующем ряду перед елочкой. Дальше смотрим следующий столбик и продолжаем вязать. Ну что, я закончила вязание второго ряда с елочками, начала третий. Вот видите, у меня уже здесь они
появляются. И еще раз хочу вам показать. Смотрите, неважно, наши елочки всегда смещаются, и количество столбиков остается неизменным. То есть это наш следующий ряд, да, третья елочка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 столбиков опять. И последний 9 столбик у нас над самой елочкой. То есть здесь вы не ошибетесь, и считать уже совсем не обязательно. Снова на 2 шага назад. Вытянули длинную петлю. Здесь на 2 шага вниз. Вытянули и провязали. Вот что у нас получилось. То есть каждый последующий ряд у нас ничем не отличается от предыдущего. А благодаря вязанию по спирали мы не заморачиваемся с вами с закрытием рядов. Заморочимся с вами только в самом конце, чтобы избежать немного лесенки. Итак, обратите внимание, я не считаю, я с вами разговариваю. И вот я подошла к концу, да, то есть к нашей следующей елочке. Вот у меня идет последний столбик, я провязываю над своей елочкой. И давайте пройдемся, посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков между елочками. И снова повторяем. На 2 шага назад вытянули длинную петлю и на 2 шага вниз вытянули петлю. И наш 10 столбик получается наша елочка. И продолжаем вязание таким образом по спирали, без закрытия рядов, без прибавок. Можно не считать промежуточные вот эти столбики. Самое главное, чтобы ваш последний столбик был над елочкой. И вяжем таким образом с вами на нужную вам высоту сумки. То есть у каждого она своя. У кого-то маленькое донышко и небольшая сумочка. У кого-то большой шопер, как у меня. Поэтому здесь высота будет зависеть только от вашей фантазии. Ну что, я провязала нужную мне высоту. У меня получилось 38 рядов. И теперь в 39-м я уже начну вывязывать отверстия для ручек. Я его уже начала вязать. И вот с этой стороны я уже их провязала. Вот такие вот они у меня получаются. По 3 воздушные петли. Этого мне, в принципе, достаточно, чтобы моя ручка пролезла и не было слишком большого отверстия. Как найти места для этих отверстий? Здесь, в принципе, разницы нет никакой. Я складываю свою сумку пополам, отмечаю маркером эту сторону и эту. Пересчитываю количество столбиков, чтобы у меня с каждой стороны получилось одинаковое количество. Потом отсюда и отсюда нахожу середину вот здесь. И отсчитываю от этой середины равное количество столбиков в разные стороны. А сами ручки я прикладываю и визуально смотрю, где бы мне лучше хотелось их видеть. То есть, если я хочу поуже, я делаю их тут, пошире сделаю тут. Можно их сделать прям совсем по краям. То есть, это все зависит только от вашей фантазии. Поэтому высчитывать количество столбиков можно любое. Визуально смотрим, где примерно вам нравится, чтобы была ручка, и отсчитываем от серединки равное количество столбиков в ту и в эту сторону. Вот с этой стороны я вам сейчас покажу. Маркерами я отметила места, где я буду делать воздушные петли. Я сделала 4 петли, получается, ну, то есть на ширину своей ручки приблизительно. И 3 воздушные петли у меня будет в промежутке между ручками. Итак, смотрите, как я делаю эти отверстия. То есть вот у меня отмечена первая петля, вторая, третья и четвертая отмечена. Первую петлю я провязываю и делаю 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Дальше петлю, которая отмечена маркером, я пропускаю и провязываю столбик в следующую петлю. Вот так. Маркер сейчас уберу. И обратите внимание, в промежутке у меня осталось 3 столбика, то есть 3 вершины. Вот такие вот отверстия у нас получатся. Дальше вяжем по рисунку. И с каждым отверстием повторяем то же самое. 3 воздушные петли и 3 вершины должно остаться под ними. Дальше вяжем точно так же по спирали, по рисунку. Единственное, что вот здесь, вот в этих местах, где у нас будут отверстия, рисунок можно не вязать. И также можно сравнять вязание и следующие ряды рисунок просто не вязать и вязать как раз вот эти просто столбики без накида везде. И тогда получается у нас рисунок закончится на вот этом ряду и получится следующие 3-4 ряда. Все зависит от того, какой промежуток у вас вот здесь до кнопки, да, чтобы не было. Можно провязать 2, но это будет совсем, мне кажется, маловато, поэтому
Смотрим свой промежуток до кнопки, или если у вас вообще пришивные ручки, то здесь, в принципе, заморачиваться не нужно. Вы вяжете на ту высоту, которая вам нравится, без всяких отверстий по рисунку, и потом просто пришиваете свои ручки. То есть здесь тоже многое зависит от самих ручек. Если на карабинах, точно так же вяжете нужную вам высоту и карабинами протыкаете уже потом свое полотно. То есть дальше решаете только вы, какое количество столбиков вязать, потому что здесь все индивидуально подбирается именно под ручки. Вязать с рисунком или без, решать опять же только вам. Как вам больше нравится, так и вяжете. Можно продолжить, можно оставить. Поэтому довязываем сумку до конца, и я вам покажу, как спрятать вот эту вот лесенку от начала ряда и конец. Я провязала 3 ряда. У меня получилось вот так. Я примеряю свою ручку, она мне достаточно плотно сидит. Можно провязать еще один ряд, но я оставлю так, мне так больше нравится. Что мы делаем дальше? Смотрите, как убрать вот эту лесенку от начала ряда. Вот здесь, вот тут обратите внимание, мое начало ряда. Кстати, можно маркер уже этот убрать. Это начало ряда у меня выходит вот на это место. И чтобы вот здесь не было сильно больших перепадов, я довязала до середины сумки. То есть вот у меня идет, складываем, да, пополам, как вымеряли наши места вот этих отверстий для ручек. Также складываем здесь пополам, довязываем до середины нашей сумки. И вот на этом месте можно уже делать переход. Вот у нас идет лесенка от начала ряда. Дальше мы делаем следующий столбик поуже, то есть мы не вытягиваем его на один уровень с петлей на крючке, а делаем поменьше, то есть прям утягиваем его. У нас получается такой небольшой переходик. И следующую петлю мы заводим крючок точно так же за вершину и провязываем соединительный столбик, то есть вытягиваем петлю и протягиваем через ту, которая уже есть на крючке. Вот таким вот образом. Обратите внимание, мы сравняли наш ряд. Дальше мы провязываем ряд соединительными столбиками, то есть также за вершину заводим крючок, вытягиваем петлю и протягиваем через предыдущую. То есть вот такое вот аккуратное закрытие ряда у нас получится. И таким образом мы с вами вяжем до конца ряда. Ну что, я довязала до конца. Последнюю петлю я провязала вот сюда, где провязывала самый маленький столбик, и обрезала нить. Теперь нить вытягиваю полностью. И мне нужно закрыть, получается, вот эту вот следующую петлю. То есть я ее пропускаю и в самую первую вставляю крючок. Вот так. И вытягиваю свой хвостик. Обратите внимание, она уже почти скрылась под одной петелькой. И теперь с изнаночной стороны я вставляю крючок так, чтобы выйти ровно посередине вот этой последней воздушной петельки. Обратите внимание туда, откуда мы вытянули с вами наш хвостик. Захватываю хвостик и аккуратненько вытягиваю его на изнаночную сторону. Все это дело хорошенечко поправляем, расправляем. Переход получился максимально незаметный, и за счет того, что он у нас получился на сгибе нашей сумки, его будет также максимально незаметно. Теперь хвостик прячем в вязание. Здесь все просто. За задние стеночки вставляем крючок. Вот так. Захватываем наш хвостик и утягиваем его под наши петельки. Вот так, видите, ничего не видно. Таким образом мы его прячем до самого конца, либо можно его просто обрезать после того, как спрячем подальше. Вот так. Вот такая сумка у нас получилась с вами. Вот здесь вот я специально провязала столбиками без накида, без наших косичек, чтобы вы более-менее представляли, как будет выглядеть сумка, если вы продолжите дальше вязать просто столбиками. Как выглядит сумка с косичками, да, рисунок, если продолжить вязать косички, вы можете посмотреть на полотне сумки. Поэтому вот такое вот я решила сделать изменение небольшое. И теперь можно надеть наши ручки и посмотреть, как будет выглядеть все полностью вместе. Вот такая красотка
у нас с вами получится. Полностью в кадр немножко не помещается. В самом начале я вам покажу это все поближе, получше. Вот так. Теперь, смотрите, ручки я уберу, потому что прежде чем начать носить нашу сумку, да, и надевать на нее ручки, ее нужно хорошенько отпарить, так как сейчас она немножко бесформенная, она немножко жесткая местами. За счет того, что у нас косички идут по диагонали, она немножко в этих местах перекручивается, поэтому ее нужно хорошенько отпарить, чтобы она стала помягче и выпрямилась. В таком виде, так скажем, да, отпаренном виде вы ее видели в самом начале ролика, поэтому дальше я вам показывать не буду. На этом закончу свой мастер-класс, чтобы не занимать больше времени. Если у вас остались какие-либо вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Не забудьте поставить лайк, подписаться и до новых встреч. Пока-пока!